Всем привет, мои дорогие! Всем добро пожаловать обратно на мой канал «Лунное гадание на воске». Давайте сегодня посмотрим отливку, о чем нам необходимо знать, на что в нашей жизни нам стоит обратить внимание. Думаем о хорошем, пусть свеча даст нам стоящий совет, о чем необходимо знать прямо сейчас, на что обратить внимание. Так, двое людей. Опять отношения с каким-то человеком. Самое главное, что происходит в вашей жизни. Вот здесь двое. У одного как-то медленно в жизни все развивается по этой улиточке, а второй человек испытывает чувства, какие-то душевные терзания, душевные эмоции, сердце вылезло. Встает какой-то человек. Я бы не сказала, что это разделяющий человек, это скорее объединяющий двоих людей. Вы выступаете либо в роли мирителя, либо в роли одного из людей, когда вас с кем-то пытаются свести, с кем-то помирить, настроить на разговор, на какой-то продуктивный лад. Птичка вылилась. Однозначно будет разговор с человеком. Вы либо действительно пытаетесь заставить двух людей поговорить, либо вы один из тех, кого заставляют встретиться и провести какую-то беседу конструктивную. Знаете, здесь по этому знаку вы должны с кем-то поговорить. Это так должно и быть. Вот какую-то дань отдать, какую-то почесть отдать. Или примириться, и это вот должное, то, что вы должны сделать по вот этому силуэту. Ваше сердечное спокойствие зависит от этого разговора. Вот поговорите с кем-то, либо примиритесь с кем-то, либо воссоединитесь с кем-то, и на душе будет легко и свободно. Такой здесь момент. На что обратить внимание еще? О чем нам необходимо знать еще? Так, рабочие вопросы вырисовываются. Смотрите. Вы смотрите на кого-то в рабочих вопросах. Я могу сказать, что вы к кому-то тянетесь. Вам кто-то нравится. Однозначно работа, однозначно деловые вопросы. Сфера вашего трудоустройства, вашей занятости, то, где вы проводите большую часть своего времени. Вот в этой сфере вы тянетесь к кому-то, к этому человеку. Но знаете, здесь почему-то вырисовались какие-то веревки. Кто-то не свободен, либо вы не свободны, либо человек не свободен, либо человек к чему-то привязан. Но у вас однозначно есть стремление и тяга к кому-то. Кто-то вам либо нравится то, как человек себя реализует. Дело нравится. Вот вы тянетесь к кому-то. Так хочется оказаться ближе с этим человеком. Может быть, вдохновляетесь чьей-то работой, чьим-то трудом, то, как человек делает свою работу, и тянетесь к нему по возможности. Но элемент привязанности к чему-то или к кому-то присутствует либо с вашей стороны, либо со стороны этого человека. Так, о чем нам необходимо знать еще? Так. Вот смотрите, двое людей обсуждают что-то. Опять эта тайна происходит. Вот опять по этой чаше либо родственники обсуждают что-то, либо вы с очень близким человеком вам по душе обсуждаете в тайне от кого-то вопросы. Вы решаете, знаете, здесь в чаше ключик, вы решаете, как найти выход из чего-то или как решить какую-то задачу жизненную. Но почему это делается в тайне? Что-то нелегальное? Или, может быть, ваша жизненная, чувственная задача, сердечная задача, поэтому об этом никто не должен знать. Вы планируете вовлечь еще какого-то человека, но пока вдвоем это обсуждаете. Так, о чем еще необходимо знать прямо сейчас? Какое-то оглашение происходит по колокольчику, объявление, оглашение, может быть, письмо. Знаете, вот вы здесь читаете что-то, и у вас свет рассеивается от этого письма, от этой бумаги. Может быть, кто-то получает письмо или сообщение об оплате света, об оплате
электричество, все что угодно. У вас свет здесь озаряет из этого письма, и это оглашение какое-то. И касающееся чего-то яркого, чего-то светового, электричество, все что угодно. Вот здесь вы читаете что-то. Так, вот вас окружили два молоточка. Я уже не буду произносить о необходимости принять решение, но здесь воск меня не оставляет. Знаете, дело касается чего-то на букву, или это цифра 8. Мне сначала показалась буква В или Б латинская, касающихся этих букв, этих имен, этого дела, решения. Почему вы опять смотрите вниз? Почему вы опять сидите? Вот вы сидите. Выжидательная позиция в каком-то вопросе. Необходимость принять решение, но вы пока ждете. У вас, смотрите, на солнце победа, буква В, но она вот темным цветом вырисовалась. Не могу сказать, что безоблачная победа. У вас победа вызывает какое-то сомнение, желание этой победы, и тем не менее вокруг вас вещи таким образом складываются, что вы сейчас не уверены в чем-то. Хочется продвижения, хочется роста, хочется динамики, хочется резкой победы, но пока вы в окружении сомнений. Вот так все сомнительно, так все как-то шатко. Почему-то чувства такие. Так, если предыдущие отливки были об объединении двоих людей, вот, в принципе, эта картина, то здесь, в этой данной отливке, вырисовывается еще третий человек. Объединение двоих, а потом раздел с каким-то третьим человеком. Разделение чего-то, разделение информации, разговор сначала с двоими, а потом с третьим лицом. Разговор происходит. Так. Несколько людей здесь. И почему-то крестик стоит. Несколько людей. Хоровод, радуга. Желание какого-то очень жизнерадостного мероприятия. Но почему-то по крестику это мероприятие либо под угрозой отмены, либо вот вы на этом мероприятии с чем-то заканчиваете. Может быть, это заключительное мероприятие, может, вы празднуете, например, уход от чего-то, уход со школы, с детского сада, всего чего угодно. Вот здесь вот очень радужное, все счастливы, и радуга, и все танцуют, если вы обратите внимание, все держатся за руки, очень много народу. Но по этому крестику либо вот боитесь, что оно отменится, либо это уход с чего-то, прощание с чем-то. Но это вы празднуете. Так, опять в вас процессы происходят сейчас. Скажу, какие. Внутри опять насчет вашего окружения какие-то вы выводы делаете. Здесь вы птичкой взлетаете наверх. От чего-то или кого-то хочется улететь, уйти из этой сферы. Опять, вот смотрите, перемены в вас, вашего внутреннего характера, принятие решения и уход. Вы могли вот по этим знакам, здесь лисичка, увидеть в ком-то какую-то корысть. То, что человек мог делать вид, что делает что-то ради вас, для совместного какого-то предприятия, дела. Но вы сейчас видите какую-то корысть. Вот здесь то ли сапожок, то ли якорь могли в рабочих условиях или в деловых вопросах, касающихся вашего дохода, сначала обольститься человеком, а потом, вот сейчас в данный момент почему-то происходит принятие новых выводов. Вот вы делаете выводы здесь, и хочется уйти почему-то. Насчет вашего окружения, то, что вас окружает коллега, может быть, или друзья, или ближайшие какие-то рабочие, клиентские вопросы. Так, о чем еще важно знать, на что обратить внимание? Вот смотрите, вы в корабле едете в одиночестве, и в руках у вас луна. Какой-то прогресс, движение в душевных вопросах. У вас здесь еще и клеверок показался.
стремление улучшения душевного состояния. Рост и прогресс, улучшение, возобновление, движение душевного состояния вашего. Если вдруг кто мучился вот неопределенностью в душе, то здесь вот какой-то прогресс наступает. Опять же, вы в одиночестве в этой лодке, вот один человек. Но лодка — это уже отличный знак, это уже преодоление, это уже прогресс, это уже динамика, улучшение жизни. О чем еще необходимо знать прямо сейчас, на что обратить внимание? Так, куда это вы все уходите? Я вижу тенденцию в этой отливке, когда вы смотрите в правую верхнюю сторону. Это всегда какое-то, знаете, вот перемена и резкое изменение, перемена и резкий уход, перемена и резкое стремление куда-то. Вот здесь такие настроения витают у вас в самое ближайшее время. Бросили, спасибо, ушли для улучшения своей жизни вот в будущее, в какую-то прогрессивную сторону. Вот это, знаете, связано с монетками, с чем-то земным, опять же, с материальной базой, с денежным благополучием. Стремление вверх, стремление улучшения. Вот два человека что-то накапливают, но, опять же, они не вместе находятся. Может быть, вы с кем-то параллельно, вы в одном городе, а, например, кто-то, ваш партнер или кто-то еще в другом городе. Параллельное накопление. Вы себе, другой человек себе. Может быть, бизнес, деловые какие-то вопросы. Один и второй параллельно развиваются. Или это ваш партнер, жена, муж и так далее. Но почему-то сейчас, знаете, параллельно развивается все. То есть я не вижу общего основания, как это подобает быть вот у людей, которые живут вместе и имеют общее начало. Почему-то здесь вот два человека синхронно развивающиеся на расстоянии. Есть какая-то даже не препятствие, а просто параллельное развитие. Вы себе, человек себе. Так, вот опять вы сидите в закрытой позе. Ожидание от себя самого или от себя самой результата, но пока показываете мне, что не готовы. Опять сидите, и ноги в закрытой позе, и руки в закрытой позе. У вас, знаете, подвисший успех, подвисшая вот эта вот пятерочка, которая в зависимости в прямой от вашей закрытой позы. Что-то вы пока не разрешаете себе, или что-то, к чему-то вы пока закрыты, в закрытой позиции находитесь. Не разрешаете себе, закрытым держите. Знаете, у вас в самое ближайшее время будет детское любопытство к какому-то вопросу. Вы здесь подходите к какому-то делу, к какому-то человеку и пытаетесь разведать территорию, разведать обстановку. Очень интересно, что происходит, и вы, как ребенок, начинаете разузнавать что-то. Вот инстинктивное какое-то любопытство, как у маленького котенка, как у маленького ребенка у вас происходит. Очень интересно и светло, что это здесь происходит, и у вас почему-то опять мысли, акцент на голову, на мысли, на анализ этой ситуации, как это повлияет на вас и как это можно применить для вас. Итак, мои дорогие, вот такая сегодня получилась отливочка. Как всегда вам желаю, пусть весь негатив, все негативные сценарии останутся исключительно в этой отливке. Пусть в вашей жизни проявляются только светлые, позитивные, радостные моменты. Всем светлого дня, всем прекрасного настроения, мои дорогие. Всем до встречи, всем пока-пока.